Приветствую всех на моем канале и предлагаю сегодня связать стильную и интересную шляпу крючком. Шляпка идеальный и не скучный вариант на сезон весна-осень и даже евро-зима. Эта модель вяжется очень просто и быстро. Всего за один вечер у вас будет готова вот такая шляпка. Уровень сложности простой и с работой справится даже новичок. В мастер-классе я расскажу, как связать шляпку на любой размер, и у вас обязательно все получится. Буду очень признательна вашим фотоотзывам, ссылки на мой инстаграм и вконтакте оставлю в комментариях. Что ж, ставьте лайк и давайте приступать. Для вязания нам потребуется 2 мотка пряжи Alize Maxi Flower, крючок номер 6,5, крючок номер 4 и 3 либо 4 маркера. Итак, сегодня мы будем с вами вязать вот такую замечательную шляпу, панамку, которая отлично подходит на сезон осень-весна, также на евро-зиму она подойдет. И вязать ее мы будем из пряжи Alize Maxi Flower. Здесь 100 грамм 80 метров. Также такую же шляпку можно связать просто в черном цвете. Для вязания этой шляпы я использовала пряжу Alize Superlana Maxi. И здесь 100 грамм 100 метров. В принципе, эта пряжа тоже подойдет, если вы хотите однотонную. Но все же, если вы найдете вот пряжу с метражом 100 грамм 80 метров, это будет идеальный вариант. Но также 100 грамм на 100 метров тоже подойдет. И принцип вязания, что из этой пряжи, что из однотонной пряжи, он одинаковый. Что нам потребуется для вязания? Нам нужен будет крючок 6,5. Этим крючком мы будем вязать основное полотно нашей шляпы. Также крючок 3,5 нам будет нужен для того, чтобы прятать хвостики. И нам понадобится 3 маркера. Это все, что нам нужно для вязания шляпы. И давайте начнем. Итак, мы с вами определились, что на вязание шляпки нам понадобится 2 мотка. Пряжа Alize Maxi Flower 100 грамм 80 метров. Я беру крючок 6,5 и мы приступим к вязанию. Я вязать буду из светлой пряжи, потому что на ней лучше показывать и будет видно все петельки. Мой номер пряжи номер 5074, он вот с такими вкраплениями. Я распустила одну свою шляпку, потому что у меня не было в наличии необходимых мотков, поэтому я распустила и буду вам показывать на этом цвете. Вообще пряжа именно это очень много вариантов разных расцветок. Сейчас вы это видите на своих экранах. Поэтому выбирайте любой, будет смотреться эффектно из любой расцветки пряжи. И данную модель шляпки мы будем вязать классическими столбиками без накида. Будем вязать свободно, сильно не затягивать. Шляпка у нас должна быть мягкой, но не дырявой. Вот видите, у меня она не дырявая, не сильно такие дырочки. То есть, чтобы она у нас все-таки была плотненькая. Будем начинать вязать шляпку с макушки сверху вниз с прибавками в определенных рядах. Сверху вниз мы будем двигаться. Также хотела отметить, что вязать шляпку мы будем на размер 56-58, но в процессе вязания я дам рекомендации еще для того, чтобы связать на больший размер. Если кому-то нужен размер чуть поменьше, я также скажу, где остановиться, чтобы связать, допустим, на 54-55. Начинать вязание мы будем с кольцами Гуруми. Кто знает, проблем не возникнет. Кто не знает, сейчас я быстренько покажу. Мы берем начало нити, кладем на ладошку
И остальную рабочую нить оборачиваем вокруг ладошки и перекрещиваем вот таким вот образом. Придерживаем ручкой, где место вот пересечения у нас двух ниточек. Вводим крючок, вот она у нас рабочая нить пошла. Мы вводим крючок вот под эту ниточку и захватываем, протягиваем через нее вот так вот крючком эту рабочую нашу нить. Пальчиком, вот она у нас рабочая ниточка, видите, да? Руку можно вытащить. Это колечко у нас остается, вот оно. Вот она у нас рабочая нить. Мы подхватываем крючком рабочую ниточку и провязываем воздушную петельку. Провязали. Теперь нам нужно вот в это колечко провязать 6 столбиков без накида. Мы сюда провязываем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязали. Вот у нас 6 столбиков. Мы берем вот этот хвостик, который у нас остался, и затягиваем его. Просто вот так мы затягиваем. И тем самым получаем колечко. Вот видите, у нас вот так в кольцо наши 6 столбиков легли. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь мы вводим в работу маркер. Так как мы будем вязать шляпку без закрывания рядов, поэтому мы сейчас на последний столбик маркер прикрепим. И когда мы будем завершать ряд, мы этот маркер будем переносить с ряда на ряд. Мы провязали 6 столбиков в ряд. И я сейчас буду вязать порядно, как мы будем дальше вязать. Мы провязали в первом ряде 6 столбиков. Сейчас мы начинаем вязать второй ряд. Второй ряд мы будем каждый столбик, каждую петлю предыдущего ряда удваивать. Мы будем вязать 12 столбиков. То есть в каждый столбик мы провяжем по 2 столбика. Так как мы вяжем без закрывания ряда, никаких петель подъема при переходе на следующий ряд мы провязывать не будем. А будем сразу провязывать столбики в каждую петельку предыдущего ряда. Вот наша рабочая ниточка на крючке. Вот он у меня первый столбик. Вот он, вы видите, да? Первый, второй и так далее. И сейчас вот в этот первый столбик я ввожу крючок сюда. Вот в этот первый столбик я ввожу крючок. Вяжем за полный, за обе стеночки петельки. Вот видите, за обе, за переднюю и за заднюю, за обе стеночки ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Опять сюда же ввожу крючок в этот же столбик и провязываю второй столбик. Следующая, вторая петелька предыдущего ряда. Ввожу крючок, подхватываю рабочую нить, провязываю столбик без накида. И в эту же петельку провязываю еще один столбик. Провязала. Вот у меня получилось 1, 2, 3, 4 столбика в 2 петли предыдущего ряда. То есть я удвоила столбики. В следующую петельку вот опять ввожу крючок и в эту петельку провязываю тоже 2 столбика. Первый и сюда же второй столбик. В следующую петельку провязываю первый столбик и второй столбик. В следующую петельку провязываю первый столбик и в эту же петельку второй столбик. И вот мы подходим, вот петелька у нас с маркером, последняя, шестая. В эту петельку мы провязываем также 2 столбика без накида.
Вяжем не сильно затягивая, плотного вязания здесь не должно быть. Вяжем более-менее свободно, но все же не сильно туго и не сильно свободно. Провязали второй ряд, маленечко ниточку оттянули, сняли маркер с предыдущего ряда и прикрепили на последнюю петельку. Вот так. И теперь мы с вами давайте посчитаем. У нас должно получиться 12 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель. Мы провязали наши 12 столбиков. Третий ряд. Третий ряд мы будем делать прибавки через одну петлю. То есть 1 столбик в 1 столбик, 2 столбика в 1 столбик. По итогу у нас в третьем ряде должно получиться 18 столбиков. Маркер прикрепили на последнюю петельку и начинаем вязать. Прибавки делаем через петлю предыдущего ряда. В первый столбик вяжем 1 столбик. Во второй столбик предыдущего ряда вяжем 2 столбика. Первый я провязала и сюда же вяжу второй столбик. В следующую петельку опять 1 столбик. И в следующую петельку 2 столбика. Первый и сюда же второй. То есть у нас идет чередование. 1 в 1, 2 в 1. Опять 1 столбик вяжем. И в следующую петельку вяжем 2 столбика. Первый, второй. Опять 1 столбик. В следующую петельку 2 столбика. Первый, сюда же второй. Опять 1 столбик. В следующую петельку второй столбик и еще один сюда же. В следующую петельку 1 столбик. И вот последняя петелька, где маркер у нас прикреплен, сюда 2 столбика вяжем. Оттянули ниточку, сняли маркер, прикрепили на последнюю петельку ряда, просчитали петельки, убедились, что у нас получилось 18 столбиков, и начинаем вязать четвертый ряд. В четвертом ряде мы будем делать прибавки через 2 петли, то есть мы провяжем 1 в 1, 1 в 1, 2 в 1. В итоге у нас должно получиться 24 столбика. То есть в каждом ряде у нас идет прибавка в 6 петель. Вяжем следующий ряд, четвертый. Провязываем. То есть мы через 2 петельки делаем прибавку. Вяжем первый, следующую петельку второй столбик. И в третью петельку вяжем 2 столбика. Первый столбик и сюда же провязываем второй столбик. Опять 1 в 1, 1 в 1. И в третью петельку 2 столбика. Первый столбик. И в третью петельку 2 столбика. Первый и сюда же второй. Опять первый столбик, второй столбик и в третью петельку 2 столбика. Первый, второй. В следующую петельку опять 1 столбик, в следующую петельку 1 столбик и в третью петельку 2 столбика. Первый и второй. Опять
1 столбик, 1 столбик, и в следующую петельку 2 столбика, первый, второй, опять 1 столбик, 1 столбик и 2, первый и второй. Прикрепляем маркер на последний столбик ряда. Провязали, просчитали, что 24 петельки, и переходим на следующий 5-й ряд. В следующем, в 5-м ряде мы будем делать прибавки через 3 петли. 1 в 1, 1 в 1, 1 столбик в 1 столбик, первая, вторая, третья петелька, мы в каждую эту петельку по одному столбику вяжем, в 4-ю петельку провяжем 2 столбика. Итого у нас получится 30 столбиков в 5-м ряде. Провязываем первый столбик, второй столбик, третий столбик. Вот мы провязали 3 петельки, первый, второй, третий, вот 3, и теперь в 4-ю петельку 2 столбика провязываем. В 4-ю петельку первый столбик и второй, опять первый, второй, третий, и в 4-ю вяжем 2 столбика, первый столбик и второй столбик, опять первый, второй, третий, и в 4-й столбик провязываем 2 столбика, первый и второй, первый столбик, второй столбик, третий, и в 4-й 2 столбика, первый столбик и второй, первый столбик, второй столбик, третий столбик, и в 4-ю петельку провязываем 2 столбика, первый и второй, опять первый, второй, третий, и в 4-ю петельку провязываем 2 столбика. Перевешиваем маркер, прикрепляем его на последнюю петельку ряда. Вот так у нас получается. Вот у нас все цветочки будут с изнаночной стороны, но так как мы вяжем столбиками без накида, здесь особо не видно, где лицевая, где изнаночная. Но при вязании вот эти вот цветочки, они все получаются почему-то с изнаночной стороны, и выглядит очень хорошо. Мы когда провяжем, вывернем шляпку наизнанку, и вся красота у нас вот она будет здесь. Итак, мы провязали 5-й ряд, переходим к 6-му ряду. В 6-м ряду мы будем делать прибавки через 4 петельки. Мы провяжем 1 в 1, 1 в 1, 1 в 1, 1 в 1 и 2 в 1. Тем самым у нас должно получиться 36 петель. То есть мы сейчас провяжем 1, 2, 3, 4 столбика, и в 5-й мы удвоим. Вяжем первый, второй, третий, 4-й столбик, 5-й удваиваем. В эту 5-ю петельку провязываем первый столбик, и сюда же вяжем второй. Опять вяжем первый столбик, второй, третий,
4 и 5 столбик удваиваем. 1 и 2 в эту же петельку. Опять вяжем 1 столбик, 2, 3, 4 и 5 столбик удваиваем. 1 и сюда же 2. Опять вяжем 1 столбик, 2, 3, 4 и 5 столбик удваиваем. 1, 2, 3, 4, 5 удваиваем. 1, 2, 3, 4, 5 удваиваем. Прикрепили маркер на последний столбик ряда. Просчитали 36 столбиков и начинаем следующий 7 ряд. В 7 ряде у нас будут прибавки через 5 петель. 1 в 1, 1 в 1, 1 в 1, 1 в 1, 1 в 1 и 2 в 1. Тем самым у нас должно в 7 ряде получиться 42 столбика. Итак, теперь мы провязываем 1 столбик, 2 столбик, 3, 4, 5 столбик. Вот мы 1, 2, 3, 4, 5. 6 столбик мы удваиваем. 6 столбик вяжем 2 столбика, 1 и 2. Опять провязываем 1 столбик, 2 столбик, 2, 3, 4, 5 и 6 столбик удваиваем. Опять 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик удваиваем. Первый, 2, 3, 4, 5, 6 удваиваем. Первый, 2, 3, 4, 5 столбик, 6 удваиваем. Первый, 2, 3, 4, 5 и 6 последний столбик мы удваиваем. Посчитаем, получаем свои 42 столбика. Прикрепляем маркер на последний столбик ряда. Вот так у нас получается красиво.
Следующий 8 ряд мы будем делать прибавки через 6 петель. Всего у нас должно получиться 48 петель. То есть в 7 ряде мы делали 1, 2, 3, 4, 5 в 6 петлю прибавки. Здесь мы делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7 петельку будем делать прибавки. Итак, начинаем вязание. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и в 7 удваиваем. Первый столбик и сюда же второй провязываем. Опять считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в 7 петельку удваиваем. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой столбик и 7 столбик мы удваиваем. Первый столбик и второй в эту же петельку. Опять первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 петлю удваиваем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 столбик мы удваиваем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7 столбик удваиваем. 2 петельки в 7 столбик. Провязали, сняли маркер и прикрепили. Вот так вот у нас получается. Мы провязали 8 рядов. И мы с вами провязали 8 рядов. 8 рядов это у нас будет шляпка на размер 53-55. Так как я буду вязать свою шляпку на размер 56-58, то я буду провязывать дальше 9 ряд. И в 9 ряде у нас получается будут проходить прибавки через 7 петель. То есть мы будем вязать одну в одну, одну в одну, и на 7 петле в следующую петельку мы провязываем 2 столбика. Всего у нас в 9 ряде должно получиться 52 петли. Этот ряд у нас будет, в моем случае, будет завершающим, так как он будет подходить на размер головы 56-58. Если вам нужен
больше размер, например, размер 58-60 или 60-62, то аналогичным способом мы провязываем еще 2 ряда. То есть, допустим, если на размер головы 58-60, то мы будем делать прибавки через 8 петель и еще на более больший размер прибавки через 9 петель. Итак, 9 ряд мы провязываем 7 столбиков, в 8 петельку делаем прибавки. Итак, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой столбик, и в 8 столбик я провязываю 2 столбика в одну петельку. Опять первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и в 8 делаю прибавку. В 8 петельку провязываю 2 столбика. Опять первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой столбик, и в 8 столбик я провязываю 2 столбика в одну петельку. Опять первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой столбик, и в 8 провязываю 2 столбика вместе. Первый и сюда же второй. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и в 8 столбик провязываем 2 столбика. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и в 8 в последний столбик провязываем 2 столбика в одну петельку. Все, провязали, маркер прикрепляем на последнюю петельку. Теперь нам нужно далее от маркера провязать 8-10 рядов без прибавок. Для этого нам понадобится счетчик ряда. Если у кого нет счетчика ряда, можно просто на листочке вставить черточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Количество рядов мы будем определять примеркой на себя. То есть мы будем сейчас вязать глубину нашей шляпки. И для этого у меня есть счетчик ряда, очень удобная вещь, поэтому я буду пользоваться счетчиком ряда. Итак, мы подхватываем рабочую ниточку, маркер у нас висит, мы его не будем теперь прикреплять, он у нас так и останется здесь, на этом месте, не снимаем мы его. И теперь без всяких прибавок, просто по кругу мы провязываем столбиками без накида. Также вяжем полностью за обе стенки, за полную петлю. Провязываем столбиками без накида по кругу.
И вот смотрите, я подхожу к маркеру, я провязываю ряд, провязываю в последнюю петельку маркера, провязала, и на счетчике ряда ставлю единичку. Я провязала первый ряд и начинаю вязать дальше. Маркеры я не снимаю. Также вы, когда провяжете, если нету счетчика ряда, поставили на листочке черточку и вяжем дальше. Я сейчас буду провязывать 8 рядов, примерю на себя, определюсь с глубиной и вам буду показывать дальше, как мы будем вязать. Поэтому провязываем 8 рядов, примерьте на себя. Если вам глубины не совсем хватит, провязывайте 10 рядов. В моем случае я знаю, что мне достаточно 8, в среднем 9 рядов этого достаточно. Ну, кому-то может быть и 10 нужно, поэтому вяжем по кругу без прибавок 8-10 рядов. Не забываем записывать. И вот я провязала свои 8 рядов, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И я на себя примерила, мне этой высоты достаточно. Хотя, в принципе, можно еще один ряд провязать, 9, 10, то есть это на ваше усмотрение. И сейчас я вам покажу на себе, какой глубины примерно у нас должна быть шляпа, чтобы понять, сколько нам рядов провязывать, чтобы вы могли определить точно так же для себя, какая глубина для шляпы необходима. И примерно вот так у нас должно это выглядеть, то есть чуть-чуть приподнята макушечка, то есть у нас глубина не должна доходить вот до уха, вот не должно такого быть, то есть у нас вот примерно вот так, потому что если мы довяжем глубину до уха, у нас поля вот они сюда пойдут, поэтому примерно вот смотрите, вот мое ухо, вот я закончила вязать, это у меня 8 рядов. То есть вот отсюда я начну вязать поля, которые должны заканчиваться, по идее, вот на уровне носа. Поэтому вот так это должно выглядеть. Это у меня провязано 8 рядов. На моем примере смотрите, и такой глубины у нас должно это все получаться. Когда с глубиной определились, мы берем маркер еще один и прикрепляем, вот я прикрепляю на предпоследний столбик, то есть, ну, чтобы вот он вот так у нас вровень был вот с этим маркером, вот сюда. Все, теперь со следующей петельки мы будем начинать вязать поля. Поля у нас пойдут на расширение, поэтому первый ряд полей, опять мы берем счетчик ряда, либо листочек, на котором будем ставить палочки, черточки, просчитывать поля. И первый ряд полей мы будем вязать с прибавками. То есть мы будем делать прибавку в каждую третью петельку. Мы будем провязывать, вот маркер я прикрепила, он у нас будет считаться началом и концом ряда. Я провязываю в первую петельку 1 столбик, во вторую петельку еще 1 столбик, в третью петельку я провязываю 2 столбика. То есть у нас в каждую третью петельку мы будем провязывать по 2 столбика, то есть прибавки через 2 петли. Первый столбик, 1 столбик в первую петлю, во вторую тоже 1 петлю, а в третью петельку 2 столбика провязываем. Первый столбик и сюда же второй столбик. Опять 1, в следующую петельку 1 столбик без накида, и в третью петельку 2 столбика, вот 1 и сюда же еще 1. Опять 1 столбик, в следующую петельку 1 столбик, и в третью петельку 2 столбика вяжем. Опять 1 столбик, 1 столбик, и в третью 2 столбика.
Вот мы делаем прибавку в каждую третью петлю, довязываем ряд до конца. Подхожу к маркеру, провязываю 1, 2 и в последнюю петельку провязываю 2 столбика. Вот, я провязала один ряд, нажимаю кнопочку, вот один ряд у меня провязан. Все, один ряд полей мы провязали. И следующие со 2 по 6 ряд полей мы вяжем также по кругу без прибавок. То есть 2, 3, 4, 5 и 6 ряд мы вяжем по кругу, не делая никаких прибавок, просто столбик в столбик. Провязываем ряды, не забываем просчитывать их. То есть нам нужно еще провязать по кругу 5 рядов без прибавок, поэтому провязываем по кругу. И вот я провязала 6 рядов. Теперь мы начинаем вязать 7 ряд. На последнюю петельку 6 ряда мы прикрепляем еще один маркер. Вот у меня провязано 6 рядов, маркер я прикрепила. И теперь 7 ряд мы тоже начинаем провязывать с прибавками. В 7 ряд мы делаем прибавку в каждую 8 петлю, то есть удваиваем каждую 8 петельку. То есть мы провязываем первый столбик в первую петлю 1, во вторую петлю 1 столбик, в третью петлю тоже 1 столбик, в четвертую столбик, в пятую петлю столбик, в шестую петлю столбик, в седьмую петельку столбик и в 8 петлю провязываем 2 столбика. Опять в первую столбик, во вторую петельку столбик, в третью петельку столбик, в четвертую столбик, в пятую столбик, в шестую петлю столбик, в седьмую петлю столбик, а в 8 петельку 2 столбика без накида. Опять в первую 1, во вторую 1, в третью петлю 1 столбик, в четвертую петлю 1 столбик, в пятую петлю 1 столбик, в шестую 1, в седьмую 1 и в 8 петельку 2 столбика. И вяжем дальше до маркера. Мы удваиваем каждую 8 петельку. Подхожу к маркеру, в последнюю петельку провязываю 2 столбика. Это у нас 7 ряд. 8 ряд провязываем полностью по кругу без прибавок. Вяжем в каждую петельку ряда в петлю, столбик в столбик без прибавок. Провязываем ряд до конца. Провязала 8 ряд без прибавок, вот дошла до уровня маркера. И теперь следующий 9 ряд полей мы будем делать прибавки в каждую 10-ю петельку. То есть можно взять еще один маркер, прикрепить его на последний столбик, чтобы нам не потерять счет петелек. И начинаем делать прибавки, удваивая каждую 10-ю петельку. В первый столбик вяжем 1 столбик, во второй столбик, в третий, четвертый, пятый, шестой,
7, 8, 9 и в 10 петлю провязываем 2 столбика без накида. 10 петельку мы удвоили. Опять вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7, 8, 9 и 10 столбик мы удваиваем, то есть мы сюда вяжем в эту петельку, провязываем 2 столбика. В последнюю петельку провязываю 2 столбика. Вот так у нас получается. Примеряйте на себя. Если кому-то глубины достаточно, то можно остановиться на каком-то из рядов, но мы дальше довязываем. То есть я довязываю еще один 10 ряд, и 10 ряд мы вяжем опять без прибавок, просто столбик в столбик предыдущего ряда вяжем по кругу. Провязываем ряд до конца. И посмотрите, вот я провязала 10 рядов, у меня поля как раз заканчиваются вот по конец мочки уха. И вот так, это я еще не выворачивала шляпку наизнанку, вот так вот наша шляпка должна выглядеть. Если вы хотите провязать поля чуть больше, чтобы подлиннее, чтобы шляпка была поглубже, пожалуйста, это на ваше усмотрение. Но в моем случае наша шляпка готова. Я сняла все маркеры, и сейчас я замерю, сколько сантиметров у меня от макушки до конца ряда получилось. И в моем случае у меня получилось примерно 23 сантиметра шляпка от макушки до конца полей. И теперь нам нужно красиво закрыть ряд, чтобы у нас вот не было какого-то такого резкого перехода, потому что тут вы видите, мы провязывали столбики с накидами, тут у нас вот предыдущий ряд. И теперь мы провяжем вот такими вот соединительными петельками, будем вводить крючок в петельку, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петельку. Опять вводим в столбик предыдущего ряда, подхватываем рабочую ниточку и протягиваем через петлю. Еще раз. И еще раз. Вот так у нас получилось. Теперь можно взять крючок на размер либо 2-3 поменьше. Ну вот я возьму крючок номер 4. Теперь я эту ниточку вытяну и протяну ее вот через петельку, вот так вот сюда, и закреплю, подхвачу, потому что это у нас изнаночная левая сторона, мы шляпку еще не выворачивали. Вот так вот протягиваем ее. Вот видите, у нас не видно практически перехода. И здесь просто закреплю на узелок. Можно вот такой иголочкой вставить ниточку в иголочку и протянуть аккуратно, чтобы не было видно. Но у кого нету иголочки, вот я показываю, как можно это сделать обычным крючком. И теперь мы все хвостики протянем, спрячем, и ничего у нас видно не будет.
Теперь мы ниточку эту обрезаем. Выворачиваем шляпку на лицевую сторону. И здесь у нас вот на макушке вот такой хвостик. Мы опять же берем крючок меньшего размера, протягиваем ниточку внутрь. Хорошо ее подтягиваем, затягиваем. И точно так же ее крючком закрепляем. И затягиваем. Закрепили и ниточку обрезали. Выворачиваем, и вот так вот выглядит замечательно наша замечательная чудесная шляпка. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Я надеюсь, вам понравилось вязать такую замечательную шляпку, и вы будете носить ее с удовольствием. И связать ее можно также и в черном цвете, в любом цвете, какой вы выберете. И если вы связали со мной эту замечательную шляпку и до сих пор на меня не подписаны, нажимайте скорее на волшебную кнопочку подписаться, чтобы в дальнейшем не пропустить еще более интересные видео.